Вы обновились на iOS 26, и теперь ваш iPhone садится быстрее, чем заходит солнце. Сначала все круто, а потом бац, батарея падает как камень. Сегодня я расскажу, почему это происходит после установки iOS 26. И покажу несколько рабочих способов, как вернуть нормальную автономность iPhone. Привет, друзья! На связи IT-Dog. Вы знали, что обновление это как ремонт в квартире? Сначала пыль, шум, а потом, как часто бывает, какой-то забытый провод вырубает свет. Но батарея это не свет, ее можно починить, и даже без специальных инструментов. Но прежде чем мы начнем, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик под этим видео. Ну что ж, усаживаемся поудобнее и поехали! Сразу успокою, если после обновления на iOS 26 батарея стала разряжаться быстрее, это довольно распространенная ситуация. Apple официально говорит, что после крупного обновления система делает фоновую перестройку данных и оптимизацию. И это может временно съедать аккумулятор. Обычно это проходит через 2 или 3 суток после установки, особенно если iPhone занят пересканированием всех фото, приложений и файлов. Но что делать, если через пару дней все еще жмет заряд, и вы смотрите на процент батареи чаще, чем на прогноз погоды? Сейчас разберем. Первый способ подождать. Да, звучит скучно, но дайте iPhone время на переработку всей информации после обновления. Оставьте его на зарядке на ночь. Подключите к Wi-Fi. Пусть iOS заканчивает все свое уборочное дело. Многие пользователи замечают, что уже на 2 или 3 день батарея ведет себя гораздо лучше. Способ номер 2. Активируйте адаптивный режим питания. iOS 26 добавила новую штуку – Adaptive Power Mode – адаптивный режим питания. Это как умный дом для батареи. iPhone сам снижает расход энергии, когда понимает, что вы не особо активно им пользуетесь. Как это включить? Заходим в настройки, аккумулятор, режим питания и здесь включаем адаптивный режим питания. Эта функция может дать батарее на 10-20% дольше жизни без особой потери производительности, уверяю вас. Способ номер 3. Отключите глупые мелочи. Сейчас краткая, но мощная проверка. Большая часть батареи утекает из-за того, что слишком яркий экран iPhone. Постоянно включенный Always On Display. Геолокация у всех подряд приложений. Все это как маленькие дырочки в твоем аккумуляторном мешке. Поэтому заходим в настройки, основные, обновления контента. И отключаем ненужные приложения. Или поставьте галочку только по Wi-Fi. Также переходим в настройки, конфиденциальность и безопасность, в службе геолокации и отключите для тех приложений, которым реально не нужна геолокация. После этого переходим в настройки, экран и яркость и убавьте яркость, а также выключите экран всегда включен. Это реально помогает. Способ 4. Включите режим экономии. Все знают про этот лайфхак. Желтая батарея. Он не вечен, но это твой желтый режим суперсилы. Поэтому перейдите в настройки, аккумулятор, режим энергосбережения. Он уменьшает фоновую активность, автоматическую загрузку, эффекты и буквально добавляет часы батареи на критических моментах. Да, он меня не раз спасал. 5-я рекомендация – обновите все приложения. Бывает, что не iOS 26 сама виновата, а старые приложения, которые не оптимизированы под новую систему. Поэтому заходим в App Store. Вверху нажимаем ваше имя. Здесь ищем обновление и нажимаем «Обновить все». Часто именно это возвращает батарею к норме. 6-й способ – это проверить настройки аналитики. Еще один лайфхак. Поэтому заходим в настройки, конфиденциальность и безопасность
ищем аналитика и улучшения и отключаем делиться аналитикой. Некоторые заметили, что это может остановить фоновые процессы и странные просадки батареи на iPhone. Если прошло уже пару дней, а батарея все еще утекает, как вода из дырявого ведра, можно перезапустить iPhone, сбросить все настройки, это не удаляет данные. А также проверьте батарею в настройках, аккумулятор, состояние аккумулятора. Вдруг ваша батарея вообще ушла в просадку. Ну что ж, как видите, iOS 26 это не троян в телефоне, а просто большая система, которая иногда хочет чуть больше энергии. Но теперь вы знаете, что с этим делать. Не бойтесь, батарея любит правильные настройки. Друзья, если видео помогло, жмите лайк, подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много чего интересного. А также пишите в комментариях, какой способ вернул вам заряд батареи. И у какого iPhone это сработало лучше всего. А если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, загляните в наш Telegram, ссылочка в описании. На этом все. С вами был IT Dog. Всем удачи и пока-пока.